Вы даже не представляете, какой шквал скрытых подробностей, неожиданных поворотов и закулисных решений вспыхнул вокруг нового сериала Афры Сарачоглу и Кенана Имирзала Оглу. То, что происходит с Аби, уже называют самым громким событием сезона, и не только из-за бюджета или знаменитых имен. Вокруг проекта всплыли жуткие инсайдерские истории, несколько эпизодов производства были экстренно переписаны, а реакция зрителей на кастинг вынудила создателей пересмотреть ключевые элементы сюжета. И это только малая часть того, что стало известно в последние дни. Некоторые источники сообщают о таких закулисных моментах, что их даже не спешат комментировать официально. А кое-какие детали, связанные с отношениями персонажей, были настолько неожиданными, что внутри команды пришлось все выстроить заново. Что именно произошло? Почему часть сцен переделали буквально на ходу? И какая скрытая истина стоит за решением, которое изменило весь проект? Сегодня мы разберем все самое важное. Это будет дайджест свежих новостей, собранных только из официальных источников, а также мои личные выводы и наблюдения о ситуации вокруг ABI. Но главное, самые интригующие детали находятся в конце ролика, и вы точно не захотите их пропустить. Поехали! Иногда достаточно одного заголовка, чтобы вся индустрия насторожилась. Так случилось с ABI сериалом, который еще до выхода успел сделать то, что обычно удается только громким скандалам или финалам культовых проектов – собрать вокруг себя абсолютно всех. И поклонников Кенана Имирзала Оглу, и фанатов Афры Сарачоглу, и даже тех, кто обычно проходит мимо новых турецких драм. Причина проста – этот проект не просто анонсировали. Его представили так, будто это главный экзамен сезона. Не случайно создатели вынесли на первый план фразу «Иногда семья становится самым трудным испытанием». И вот это слово «испытание» мгновенно стало лейтмотивом всего, что связано с сериалом. Буквально за один день аббревиатура Аби стала новой точкой притяжения турецкого телевидения. Так что интерес к проекту возник не постепенно, а скачком. Словно кто-то нажал кнопку, и медиа переключились в режим наблюдения. Но что именно скрывается за этим названием? Почему ATV так уверенно называет проект одной из своих флагманских премьер? И каким образом сериал без единого трейлера оказался в числе самых обсуждаемых? Ответ в том, что история вокруг Аби началась задолго до включения камер. И чем глубже погружаешься в подготовку к сериалу, тем очевиднее становится, весь этот ажиотаж не случайность. Здесь все построено так, будто каждая деталь, каждый выбор, каждое имя в титрах было частью большой стратегической игры. И чем дальше, тем интереснее становится, как эта игра развивалась и какие решения принимались за закрытыми дверями, пока зрители обсуждали лишь громкие фамилии. Когда стало известно, кто стоит за созданием Аби, стало понятно, этот проект собирают не как обычную драму, а как стратегическую ставку сезона. OGM Pictures, компания, которая за последние годы не раз превращала сериалы в культурное явление, взялась за новую историю с таким размахом, будто речь идет о национальной премьере. И это чувствуется еще до того, как зритель увидит хоть один кадр. В центре подготовки Анур Гувинатом, продюсер, который всегда выбирает только те истории, где можно сыграть масштабно. И здесь он явно намерен сделать нечто большее, чем просто очередной семейный сюжет. Для работы над сценарием собрана группа, где каждый автор специализируется на своем оттенке драмы. Один создает атмосферу, другой отвечает за эмоциональное напряжение, третий ведет линию тайны. Вместе это превращается в набор инструментов, из которых можно построить историю с глубокой внутренней динамикой. Еще более любопытно, что к постановке подключили сразу 3 режиссеров. Такой шаг редко делают без серьезной причины. Обычно это сигнал, производство должно идти быстро, но при этом не потерять качество ни в одном эпизоде. Братья Тайлан, мастера визуального стиля, Мурат Аксу, специалист по драматическому темпу. В тандеме они способны создать сериал, который выделяется не только актерами, но и самим ощущением масштаба. Но то, что действительно заставило всех говорить о сериале, это бюджет. О нем не объявляют официально, но турецкая пресса не упускает возможности подсчитать затраты, и выходит сумма, которая моментально ставит Аби в категорию самых дорогих премьер сезона.
Такой бюджет просто не вкладывают в проекты, где создатели сомневаются в успехе. А гонорар Кинана и Мирзалы Оглу стал едва ли не символом того, насколько высоки ожидания. Такие суммы появляются только тогда, когда канал уверен, этот сериал будет центральным событием эфира. И чем больше открывается деталей подготовки, тем сильнее ощущается мысль: создатели не просто готовили новую историю, они заранее закладывали фундамент для большого культурного события. Вопрос только в том, кто станет лицом этого события и почему именно эта пара вызвала такую бурю обсуждений. Когда стало известно, кому доверили главные роли, обсуждения моментально вышли за рамки профессиональной среды. Казалось бы, в турецких сериалах звездный каст – не редкость. Но сочетание Кинана и Мирзалы Оглу и Афры Сарачоглу вызвало эффект, будто индустрия на секунду остановилась, чтобы понять, что именно готовят создатели. Возвращение Кинана само по себе стало новостью уровня «сенсация». 7 лет отсутствия на телеэкранах – слишком большой срок для актера такого масштаба. И вот он принимает предложение сыграть не просто важную роль, а ключевую – человека, который противостоит собственной семье, собственной истории и собственной судьбе. Зрители давно ждали его появления в новой драме, и тот факт, что он сказал «да» именно этому сценарию, мгновенно поднял планку ожиданий. А затем крупным планом в новостях появилась Афра Сарачоглу, актриса, у которой после успеха «Залетного Казановы» за каждым шагом следит буквально вся страна. Ее участие в проекте моментально привлекло молодую аудиторию, а соединение двух поколений звезд оказалось настолько неожиданным, что обсуждения в соцсетях начались задолго до первых кадров со съемок. Интерес усилился, когда в сеть попало первое фото. Афра держит хлопушку с логотипом сериала, уже полностью в образе своей героини. Этот снимок разлетелся по фан-страницам быстрее, чем официальный пресс-релиз. А чуть позже появился кадр, опубликованный самим Кинаном, с таким спокойствием, будто он только что подтвердил: проект идет, команда готова и игра начинается. За дуэтом наблюдали не только зрители, но и медиакритики. Для них стало очевидно, создатели сознательно выбрали актеров, которые представляют разные эпохи турецкого телевидения. Один – символ зрелой актерской школы и харизматичных драм. Другая – лицо современной звезды, у которой миллионы подписчиков и невероятно сильный медийный эффект. Но именно этот дуэт стал отправной точкой самой громкой дискуссии вокруг сериала, той, которая буквально вынудила создателей пересмотреть некоторые сюжетные элементы. И вот здесь начинается самая резонансная часть истории. Стоило новостям о дуэте Кинана и Афры разойтись по соцсетям, как вокруг сериала вспыхнуло одно из самых бурных обсуждений сезона. И дело было не в самом кастинге, а в том, что зрители мгновенно переключились на тему, которая в последние годы стала особенно чувствительной – разница в возрасте между главными актерами. 51-летний Мирзалы Оглу и 27-летняя Сарачоглу – контраст, который многим показался слишком резким. Комментарии в сети множились лавинообразно. Кто-то писал, что это смелый и интересный выбор, кто-то, что подобный тандем выглядит нестандартно, а кто-то прямо заявлял, что романтическая линия между героями при таком возрасте станет вызывающим решением. И вот здесь произошла редкая ситуация. Обсуждение дошло до такой степени, что создатели сериала были вынуждены вмешаться. Сначала журналисты обратились за комментарием к Кинану. Он ответил спокойно, но четко, и это быстро стало цитируемым мемом. Сделать выводы, не зная сценария, странно. Посмотрите историю, и все станет ясно. Это заявление не успело погасить волну дискуссий, потому что спустя пару дней обратную сторону услышали от Афры. Она тоже дала короткий комментарий, напомнив, что ее героиня действительно моложе по сюжету, и добавила: возраст персонажей соответствует истории, а выводы делать нужно по сериалу, а не по годам актеров. Но самое интересное произошло за кулисами. Турецкие инсайдеры почти одновременно начали сообщать: сценарий действительно пересмотрели. Причем не из-за капризов актеров, а именно из-за реакции аудитории. Изначально между героями была прописана более заметная личная линия, которая в итоге была смягчена и перенесена на будущее. В первых сериях создатели решили акцентировать внимание не на романтике, а на драме семьи и профессиональном конфликте. Это стало решением,
которая, с одной стороны, успокоила общественность, а с другой, добавила сериалу еще больше интриги. Ведь теперь зрители не просто ждут историю, они хотят понять, какой вариант сценария в итоге дошел до камер и как именно создатели адаптировали сюжет под реакцию публики. И чем громче обсуждали этот конфликт, тем больше становилось ясно, за внешней семейной драмой скрывается куда более глубокая история, которая должна удержать зрителя не серией, а тематикой. И вот здесь мы подходим к самому основанию сериала, сюжету, который создатели до сих пор раскрывают дозированно, будто понимая, что в нем спрятано самое главное. Когда разговоры вокруг кастинга стихли, внимание переключилось на саму историю, и именно здесь создатели начали раскрывать детали крайне осторожно. Они будто сознательно оставляют вокруг сюжета легкую дымку, чтобы зритель не смог понять заранее, куда пойдет драма. Зато ключевые элементы уже известны, и они объясняют, почему проект получил такую эмоциональную нагрузку. Главный герой – талантливый хирург До Ханджиолу. Человек, который много лет назад, казалось бы, поставил крест на своей семье. Он ушел, чтобы жить по собственным правилам, потому что быть частью семейного дела означало для него сделать выбор, противоречащий его сути. Одна фраза, которую герой говорит о себе, стала символом его характера. «Этими руками я не буду отнимать жизни. Я буду их спасать». Это и есть точка разлома в семье Ханджиолу, где традиции, власть и наследие сталкиваются с личными принципами. А возвращается До не по своей воле, поводом становится свадьба сестры, но за внешней радостью кроется нечто гораздо более значимое. Прибыв в дом, герой сталкивается с тем, чего избегал годами – давние обиды, неразрешенные конфликты и скрытые от него истины. Семья выглядит благополучной, но под этим фасадом хранятся тайны, о которых он даже не подозревал. Это не история о бытовых разногласиях, это глубокий разрыв, где прошлое имеет свои тени, свои последствия и своих участников. И именно здесь сценарий делает поворот в сторону триллера. Создатели недвусмысленно намекают, в центре сюжета не просто диалоги и семейные сцены, там есть скрытый элемент расследования. Детали не раскрываются, но ясно, что в прошлом семьи было серьезное событие, которое оставило след на всех, включая самого Даана. И вернувшись, он оказывается втянут в новую цепочку событий, способных изменить всю его жизнь. Сюжет обретает масштаб, здесь больше, чем просто семейная конфликтность. Это история о человеке, который возвращается туда, откуда ушел, чтобы столкнуться не только с родными, но и с собственной совестью. Именно поэтому драма обещает быть не просто эмоциональной, она обещает постоянно держать зрителя в напряжении. Но дальше стало происходить нечто, что коснулось самой реальности вокруг съемок, а не только выдуманного мира сериала. И именно эти события окончательно убедили фанатов, за кадром творится не меньше интересного, чем внутри истории. Пока зрители обсуждали сюжет и конфликт внутри семейной истории, сам сериал начал обрастать новостями, которые еще сильнее подогрели интерес. Съемки должны были начаться еще осенью, но производство сдвинулось, и это сразу дало повод для догадок. Одни говорили о доработке сценария, другие – о переговорах с актерами, а третьи предполагали, что студия просто не хочет спешить с проектом такого уровня. И только когда в начале ноября появились первые официальные фото со съемочной площадки, стало ясно – команда действительно готовила что-то масштабное. Первой была опубликована фотография Афры Сарачиглу с хлопушкой в руках, уже в костюме, уже в образе. Этот снимок не только подтвердил старт съемок, но и взорвал соцсети. Он разлетался со скоростью, которую обычно показывают только финалы самых рейтинговых сериалов. Почти одновременно Кинан и Мирзала Аглу поделился своим фото со съемок. Тихо, спокойно, без лишнего текста, но эффект был такой, будто он объявил о своем возвращении на сцену после долгого перерыва. В фанатских чатах началось оживление, аккаунты фан-клубов обновляли посты каждую минуту, а обсуждение ушло уже далеко за пределы турецкой аудитории. И это было лишь начало закулисных сюрпризов. Через пару дней стало известно, что к постановке подключили Мурата Аксу, тем самым усилив режиссерскую группу. Это практически никогда не делают, если речь о стандартном проекте. Такое решение означает только одно – канал ATV хочет, чтобы съемки шли в ускоренном, но стабильном темпе, без провалов в качестве.
Параллельно публике раскрыли полный актерский состав, и стало ясно, этот сериал собирает под одной крышей представителей сразу 3 поколений. Опытные мастера, становые актеры среднего поколения и новые лица, которые активно набирают популярность. Каждому нашлось место в сложной структуре семейной истории. И столь разнообразный ансамбль делает понятным, насколько многослойно будет рассказывать сериал о нескольких этапах жизни семьи Ханджоулу. Но, пожалуй, главным закулисным элементом стали первые тизеры, которые показали на закрытой презентации ATV. Они еще не опубликованы в открытом доступе, но тем, кто их видел, хватает всего одного предложения. Это будет одна из самых сильных премьер сезона. И именно после этого за проектом установилось то ощущение, которое редко появляется заранее, что он развивается не просто как сериал, а как большое событие, где каждый шаг продуман, а каждая деталь играет роль. Но чем активнее шла работа на площадке, тем больше возникало другого вопроса: сможет ли сериал выдержать давление, которое на него легло еще до первого трейлера. И вот тут начинается самая хрупкая часть всей истории – ожидания и риски, которые стали частью этой премьеры еще до выхода в эфир. Чем громче становился шум вокруг проекта, тем яснее становилось: Аби вошел в ту редкую категорию сериалов, где ожидания сами по себе становятся испытанием. И не только для актеров или продюсеров, для всей команды. Первый и самый очевидный риск – бюджет. Когда сумма настолько впечатляющая, что они пишут все новостные порталы, это автоматически превращает сериал в объект повышенного внимания. Зритель начинает ждать не просто хорошей истории, а проекта, который будет выглядеть дороже, масштабнее и сильнее всего, что выходит в эфир в этом сезоне. А значит, даже небольшое отклонение от этих ожиданий может обернуться критикой. Второй риск – конкуренция. В сезоне 2025-2026 турецкое телевидение выходит на рекордное количество премьер. У каждого телеканала свои грандиозные планы, и рейтинговая борьба обещает быть жесткой. И хоть ATV уже словно забронировал под AV статус флагмана, все решит первый месяц показа. Третий риск – ажиотаж вокруг кастинга. Да, его обсуждали активно, но это палка о двух концах, когда внимание приковано настолько плотно, нехватка химии между героями или непродуманность их линий может вызвать отклик сильнее, чем в любом другом сериале. Ведь зрители, особенно в социальных сетях, не упустят возможности сравнить ожидания с результатом. Но при всех рисках есть и обратная сторона – огромный потенциал. Возвращение Кенана – само по себе событие, которое привлекает широкий круг зрителей. Участие Афры – способ привлечь молодежь и аудиторию, следящую за новым поколением звезд. Крупный, разнохарактерный ансамбль – залог того, что каждая серия будет наполнена конфликтами на разных уровнях. Ну и, конечно, драматическая история, которую создатели позиционируют как эмоциональное путешествие, где тайны семьи становятся центральным нервом сюжета. Но на фоне всего этого возникает новый вопрос: когда же зрители смогут увидеть результат? И почему, несмотря на громкий старт съемок и мощный пиар, канал до сих пор не объявил точную дату? Именно неопределенность стала той деталью, которая удерживает внимание аудитории сильнее любого тизера. Чем активнее обсуждали сериал, тем сильнее казалось загадочным то, что канал ATV так и не называет точную дату премьеры. Обычно, когда проект такого масштаба выходит в производство, дата закрепляется заранее, чтобы создать волну ожидания и подогреть интерес. Но здесь происходит обратное: промо-материалы уже на руках, съемки идут полным ходом, актеры публикуют фотографии со съемочной площадки, а официального дня выхода все еще нет. И именно это отсутствие даты превращается в отдельный элемент интриги. Инсайдеры утверждают, что сериал планировали выпустить осенью 2025 года, но после расширения режиссерской группы и корректировок сценария создатели приняли решение дать проекту больше времени. По предположениям турецкой прессы, Аби может выйти в эфир в первой неделе 2026 года. Это стратегически сильный момент, новогодние праздники заканчиваются, аудитория возвращается к экранам, и именно тогда новые крупные сериалы получают максимальный эффект от премьеры. ATV, который старается удерживать лидерство в прайм-тайме, не станет выпускать такую работу просто, когда будет готова.
Они ждут идеального окна, момента, когда конкуренты ослабят давление, а внимание зрителей будет на пике. Именно поэтому на официальных промо пока размещено лишь одно обещание – совсем скоро. Это «совсем скоро» уже само по себе работает как крючок. Оно удерживает аудиторию в ожидании каждого обновления, нового кадра, новой реплики актеров или хотя бы намеков в соцсетях канала. Сериал превращается в событие постепенно, шаг за шагом, как будто создатели намеренно выдерживают паузу, чтобы превратить премьеру в настоящий старт сезона. И теперь, когда известный сюжет, каст, закулисье, споры, перемены в сценарии, бюджет и весь медиашум вокруг проекта, остается единственный нерешенный вопрос, оправдает ли Аби уровень, который ему задали еще до выхода. Ответ мы узнаем уже совсем скоро. И судя по тому, с какой точностью и аккуратностью собирается каждая деталь, этот сериал действительно может стать тем самым испытанием и для героев, и для зрителей, и для всей турецкой индустрии. Чем ближе сериал к премьере, тем отчетливее становится одна деталь – Аби уже перестал быть просто телепроектом. Он превратился в проверку ожиданий, терпения и даже доверия зрителей к турецкой индустрии. Потому что за долгое время не было ни одного сериала, вокруг которого выстраивалась бы такая многоуровневая интрига от названия до завершения первой съемочной недели. С одной стороны, громкие имена, масштабная история и продуманная стратегия продвижения. С другой, молчание о точной дате премьеры, неожиданные изменения сценария, задержка производства и постоянный поток обсуждений, который то подогревается, то умышленно гасится. В итоге возникает уникальная ситуация. Зритель еще не видел ни одного полноценного трейлера, но уже эмоционально вовлечен в процесс создания сериала. Он следит за каждым движением актеров, каждой новостью от TOGM, каждым словом журналистов, будто все это и есть часть самой истории. И в этом скрыта главная сила проекта. Он формирует ожидания не сценами, а контекстом. Не промо-роликами, а самим фактом своего существования. Сериал стал своего рода испытанием еще до выхода, испытанием того, насколько далеко может зайти продакшн в формировании интереса, не показав зрителю почти ничего. Но это же становится и главной интригой. Если проект настолько сильный, что вызвал ажиотаж еще до премьеры, каким окажется момент, когда на экране мы увидим первые кадры, первый взгляд героев, первую сцену столкновения с прошлым? А если, наоборот, создатели так долго что-то скрывают, значит ли это, что история содержит не только драму и тайны, но и поворот, о котором мы пока даже не подозреваем? Одно можно сказать точно – Аби стал сериалом, который начали обсуждать задолго до того, как включились камеры. И когда наступит тот самый день, когда ATV наконец объявит «сегодня премьера», именно тогда мы увидим, оправдалась ли эта колоссальная подготовка. Смогут ли Афра Сарачоглу и Кинан Имирзалааглу выдержать ожидания? Станет ли история о семье действительно тем самым испытанием? И превратится ли сериал в главный хит сезона или в громкое разочарование? Ответов пока нет, и именно это держит зрителей в таком напряжении. Премьера близко. И теперь уже никто не намерен ее пропустить. Благодарю вас за просмотр. Если вам понравился разбор и вы хотите быть в курсе самых свежих новостей о турецких сериалах, обязательно подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», ставьте лайк, чтобы поддержать нашу работу, и не забывайте писать свои мнения и прогнозы в комментариях, мне очень важно читать вашу реакцию.